Крым – это удивительная земля, где люди всегда находили хлеб и кров, настоящих друзей и защиту от врагов. Крым – это сокровищница многих народов, которые проживали на полуострове. Крымчаки – это небольшая народность полуострова, сформировавшаяся на этноконфессиональной основе. На сегодняшний день в Крыму не более 200 человек считают себя крымчаками, а в нашем городе Феодосия их всего 6. Это преимущественно люди старшего поколения, преклонного возраста, тем, кому за 80 или очень близко к этому рубежу. В ноябре 2012 года мы посетили Еву Абрамовну Пейсах, коренную крымчачку нашего города. Ева Абрамовна Пейсах родилась 1 февраля 1919 года в Карасу-Базаре в большой многодетной семье. У нее было 5 сестер и брат. Отец Абрам Давидович до войны сапожничал, а мать Северы воспитывала детей и вела хозяйство. Все дети родились и воспитывались в советское время в соответствующей идеологии в русскоязычной среде. По-другому было нельзя, поскольку говорить о том, что ты крымчак, значит навлечь неприятности. Пока были живы бабушка и дедушка, в доме звучал родной язык, так как люди старшего поколения не знали русского языка. Те знания и впечатления сохранились на всю жизнь. Я искала место, где были расстреляны. 30 лет. 30 лет я искала это место. Я эту Керчь объездила 100 раз. Нигде ничего. Вдруг получаю газету «Керченский рабочий» и пишет: преподаватель, очевидец. И помню, если я не вру, Васильев, кто пишет тогда. Я взяла эту газету, прочла, и через дорогу у нас в горком партии было. Прихожу в горком партию, и я говорю: подождите, я сперва удостоверюсь, правда это или нет, что он пишет. Я села на машину, это все в Керчи, чтобы вы знали. Да-да. Вот она. И поеду на это место. Там общегородской мусорник. А потом, вот, мусорник само собой, а по краям жлы. И, значит, они копают огороды, и в эти самые ямы, где были расстрелы, бросают камни. Когда я пришла туда сперва и вызвала несколько человек с улицы, кто местные жители, а тут она говорит: Елка, говорит, чего ты здесь? Пожилая женщина. Это хозяева, соседи. И я говорю: откуда вы знаете мое имя? Да я Женька, я работала в типографии. На каждую поминку я приглашала симферопольцев. Но когда в Симферополь приехала первый раз, это место, знаете, страшно было видеть. Сидели и целовали место, где сидели. Я живу сейчас даже не утраем, а яшаем, надо сказать. Утраем — это я сижу, а яшаем — это я живу. Судьба семьи Пейсах так же трагична и печальна, как и вся история крымчакского народа. Живя в современном обществе, мы часто забываем или не обращаем внимания на национальную принадлежность, а это очень важно для всех нас. Ведь нужно знать, кто мы, откуда мы, кто наши отцы и деды, и донести свои знания для будущих поколений. Каждый народ заслуживает, чтобы его ценили и уважали, а еще, чтобы знали и помнили, и крымчаки не должны исчезнуть.